Брожу я, значит, недавно по Стиму в любимом разделе «Бесплатные игры», дабы найти что-нибудь интересное и, главное, новое для себя, как вдруг натыкаюсь на проект под названием Farlight 84. Внимание привлек не жанр батл рояля и уж точно не название, которое в отрыве от любых аналогий на созвучные проекты, Farlight Fortnite, никак не проливает свет на сам продукт. Я удивился с рейтинга очень положительно на более чем 10 тысяч обзоров. Похожим рейтингом среди фришных батл роялей может похвастать разве что Apex, да и тот за последний месяц упал с 81% общего рейтинга до 56% одобрения пользователей на 18 тысяч обзоров, что делает Farlight 84 на текущий момент самым залайканным бесплатным батл роялем в Steam. Super Animal Royale в расчет не берем, так как игра все-таки немного иной направленности. Если взглянуть на трейлер или скриншоты, которые Steam предлагает для ознакомления, то в голове возникает вполне резонный вопрос, откуда столько отзывов и почему такие высокие оценки, ведь невооруженным глазом видно, что игра на компьютеры попала прямиком с мобильной платформы, а визуал уж очень хочет сформировать посыл, что Farlight — это эдакий Fortnite с релизом в Steam. В этом ролике мы попробуем разобраться, оправдана ли оценка или отзывы могут быть накрученными, насколько проект можно считать самобытным, а также ответим на вопрос, есть ли жизнь у мобильных геймеров в кроссплее с компьютерными участниками матчей. Меня зовут Space, это зато бесплатно, сегодня говорим о Farlight 84. И раз уж мы заговорили про самобытность, то самое время рассказать вам о спонсоре сегодняшнего видео, который, кстати, когда-то уже был в зато бесплатно и попал он туда именно из-за своей уникальности. Речь идет о бесплатной MMORPG для компьютеров под названием Lost Ark. Я ролик делал еще по древнерелизной версии 3 года назад, и судя по постоянно попадающимся на глаза новостям о все новом и новом контенте, многие элементы игры были доработаны. Для тех же, кто вообще не знает, что из себя представляет Lost Ark, то пройдемся по основным отличительным чертам проекта. Lost Ark — бесплатная фэнтези MMORPG, предлагающая игроку неплохую сюжетную линию, медитативные мирные занятия, такие как рыбалка, охота и исследование морей на личных кораблях, динамичные PvE сражения с боссами в группе единомышленников и, на мой взгляд, одни из самых проработанных среди других ММО PvP стычки на аренах. Игра придерживается строгих графиков по выходу нового контента и стабильно радует своих игроков ежемесячными обновлениями. Сейчас вот, например, вышел новый класс — Валькирия. Эффектная дама с гигантским мечом способна нашинковать в капусту любого неприятеля благодаря сильнейшему бурсту среди всех классов в Lost Ark. А заполнив шкалу ярости, Валькирия получает статус берсерка и без того увеличивает свой гигантский урон. Чтобы быстрее ознакомиться со всеми прелестями нового контента, в игру возвращается событие Акрасия Экспресс, которое поможет новичкам в прокачке и наборе силы для покорения новых высот. И да, вы не забыли, что у нас лето в разгаре? А это значит, что в Lost Ark уже вовсю проходит фестиваль Махараки с разными ежедневными заданиями, увлекательной мини-игрой «Шустрые бега» и, конечно же, приятными подарками. Пришло время окунуться в новое захватывающее путешествие, дружище. Мир Lost Ark тебя уже заждался. Переходи по ссылке в описании, получай подарки и начинай играть абсолютно бесплатно. Как оказалось, у Farlight ноги растут аж 2021 года, когда проект запустили в формате бета-тестирования для мобилок, однако упоминания об игре в русскоязычных СМИ можно пересчитать буквально по пальцам. Более того, даже спустя 2 года и полноценный релиз с портированием игры на десктопы, упоминаемость СМИ не выросла ни на йоту, что очень сильно контрастирует как со стимовской статистикой, так и рейтингами в Google Play. 4,3 звезд из 5 на почти 200 тысяч отзывов и более 10 миллионов скачек клиента. Складывается ощущение, будто об игре одновременно никто не знает, но играют в нее при этом десятки, если не сотни тысяч человек. Возможно, в этом есть заслуга имени разработчика, так как основным создателем Farlight можно считать китайскую компанию Lilith Games, которую мобильные геймеры в основном знают по такой игре, как AFK Arena. Да чего ж греха таить, даже я знаю про существование AFK Arena, так как это приложение постоянно пытается пробраться в рекомендации и топ-чарты мобильных магазинов. Farlight 84 — это игра, которую можно назвать достаточно неплохим коктейлем из кучи других батл-роялей с попыткой привнести что-то свое в механике и игровой процесс. Правда, при этом смогли накосячить с фундаментом, на котором строятся все БРы, но обо всем по порядку. Farlight — это батл-рояль с персонажами-героями, которые обладают способностями, одной пассивной, одной активной и ультимейтом. Мы с вами могли это наблюдать в уже упомянутом сегодня Apex и ныне почившем Super People. Персы получились достаточно интересными с точки зрения использования их способностей. Например, есть персонаж, способный создать огромный шар, полностью блокирующий обзор. Но поле можно разрушить, уничтожив специальную сферу внутри него. Не обошлось и без, скажем так, чрезмерного вдохновения у некоторых персов, которые, чересчур напоминают персонажей из других игр.
Указывать, кто и как именно, не буду, иначе могут по жопе дать ролик снести, однако в случае с Farlight подобная схожесть максимум вызывает эмоции уровня «Ха, забавно, они сюда добавили». И, конечно же, для целевой аудитории мобильного гейминга добавили самый главный элемент удержания — наличие жоп в обтягивающих штанах. Помимо обилок, привязанных к персонажу, Farlight предлагает игрокам использовать джетпаки с возможностью вертикального и горизонтального рывка. Каждый рывок — это отдельная обилка и слот инвентаря, который можно проапгрейдить, найдя на земле предмет более высокого качества. И вот, кажущаяся на первый взгляд бесполезной фича превращает довольно средний батл-рояль с облизыванием стен от третьего лица в подобие какого-то безумного шутера, где враг может за секунду сменить позицию и оказаться у тебя за спиной благодаря всего паре рывков. Или очень доставляли ситуации, когда враг знает, что ты стоишь за определенным углом и кемпит точку, а ты вылетаешь рывком и ловишь оппонента на факторе неожиданности, что в том же условном Fortnite практически нереально без использования специальных предметов. Следующая попытка в оригинальность заключается в местном автопарке. Все виды транспорта в Farlight тоже имеют свои обилки. Какие-то машины могут уходить в скрытность на некоторое время, какие-то буквально превращаются в трансформер, а некоторые виды автотранспорта сами по себе выглядят как пьяный бред заигравшегося инженера. Бонусом, все тачки, за исключением пары представителей, обладают огневой мощью. У одной машины на капоте огнемет, у второй снайперский лазерган, третья может занимать осадную стойку и устраивать бомбардировку местности и так далее и тому подобное. Если у игрока прямые руки, то вполне возможно победить в матче, вообще не подобрав ни одного оружия, исключительно за счет тачки. В противовес этому, игрок, находясь в транспорте, становится крайне уязвимым, и если знать, куда именно нужно стрелять, то проблем на земле не возникнет. Вполне вероятно, что данная механика не нова, но лично я только здесь встретил такую фокусировку на идее, что машины — это не только про быстрое перемещение по карте. Теперь поговорим про прогрессию по ходу матча, которую я могу охарактеризовать как улучшенная версия прокачки из Super People. Поднимая с земли и из сундуков всяческий лут, игроки будут находить осколки опыта и брони. Осколки опыта нужны для прокачки уровня, где каждый новый левел и напрямую увеличивает урон от вашего оружия по 8% за каждый брейкпоинт, что легко отслеживать по прогрессу качества пушек в слотах, и усиливает способности персонажа. Грубо говоря, уровень решает, и на него забивать не стоит. Осколки брони позволяют игроку проапгрейдить свой текущий броник на уровень выше, почти как в Апексе, только там армор грейдится наносимым уроном, а здесь сбором специальных предметов. Дам совет, старайтесь не использовать апгрейд до тех пор, пока не найдете хотя бы зеленую броню, либо в луте с земли, либо сняв ее с оппонента. В идеале, конечно, подождать синюю броню, но тут уж сами смотрите по ситуации. Важная деталь, все осколки не персональные, кроме специальных станций, где дают по 5 осколков брони. Соответственно, при игре в пати, кто первым поднял, тот все упер себе, а учитывая, что осколки гарантированно падают при убийстве врагов, желательно не всасывать все как пылесос, а пытаться сравнивать свой уровень и уровень тиммейта, дабы никто из вас не проседал. Хотя, в зависимости от жизнеспособности тиммейта, иногда можно допустить исключение из правил. Во всем остальном Farlight работает по уже устоявшимся правилам. В начале катки вы пикируете на землю, лутаетесь чем бог подаст, сражаетесь со врагами, а потом начинаете забег в следующую зону, и так до тех пор, пока на карте не останется последний сквад. Если вы погибаете в первые минуты матча, то вам позволено один раз воскреснуть и вернуться на карту. Сейчас доступно два режима в БРе. Это сквад четверок и сквад двоек. В двойках можно убрать автозаполнение и играть соло, однако с местным ТТК, обилками и джетпаками, а также существованием АВП, которое в конце игры после попадания в голову по персонажу с максимальной броней оставляет около пары процентов голого ХП, бегать сольником не слишком умная затея. Из отличительного здесь только сама зона, а точнее скорость перехода на следующие этапы и урон за пределами круга. Если первый круг особо проблем не создает, то уже начиная со второго сужения хилиться придется обильно. Третий круг — это почти наверняка смерть, так как в силу ускоренного геймплея вероятность бегать за зоной и не встретить врагов сводится к нулю, как и шансы на выживание в перестрелке за сейф-зоной. Пару слов о ТТК. Честно, меня немного удивила скорость убийства, учитывая, что основной аудиторией являются все-таки игроки с телефонов. В среднем игрок без брони вываливается обратно в меню от 4 попаданий с автомата по телу. Тяжелая снайперка легко ваншотнет в голову фулл хп челом, а если вы опережаете средний уровень игроков по карте, то можно рассчитывать на ваншот даже по средней броне. Восстанавливать ресурсы в игре долго. Больших аптечек, как и бинтов, в игре не существует. Есть только один медкит. А броня пусть и имеет как маленькие, так и полностью восстанавливающие весь армор предметы, но тоже требует времени для их использования. Это во многом провоцирует на активные и рискованные действия вместо выжидательной позиции с постоянным зализыванием ран. В совокупности все это, и долгий хил, и низкий ТТК, превращают боевку из формата «кто кого пересидит или перехилит» в безумно быстрый аркадный экшен, постоянно подталкивающий игроков к перестрелкам и пушу вражеских позиций, чтобы получить киллы и полутать заветные осколки для прокачки.
И вот так меня если послушать, то может сложиться ощущение, будто Farlight — это чуть ли не алмаз, который почему-то доселе никто в упор не замечал. Пришло время рассказать о том самом убитом фундаменте, из-за которого все ранее расписанные плюсы умножаются на 0. В матче из 60 игроков реальных людей может вообще не быть, а практически во всех играх боты будут составлять процентов 70-80 от всех участников. И да, я совсем не шучу и не приукрашиваю ситуацию. Для тех, кто не шарит, о чем я говорю, под ботами подразумеваются якобы игроки, которые также бегают, лутаются и иногда даже пытаются стрелять, но делают это невероятно плохо. Окей, наличием ботов в батл-роялях сейчас вряд ли кого-то можно удивить, как в том же PUBG, например, но там это было сделано из-за сильно просевшего онлайна. Да и обычно всех ботов с карты отстреливают еще на первом, максимум на втором круге. В Farlight же сквад компьютерных болванщиков может с легкостью дожить до топ-3. Особенно классно играть, когда ты понимаешь, что вот этот твой союзник, у которого даже ранг какой-то есть и очки опыта на персонаже, на самом-то деле ботинок игрушечный. Это достаточно легко заметить по поведению такого аватара в катке, который либо при каждой перестрелке сразу же начнет прожимать джетпак, либо не будет открывать сундуки, либо будет осознанно пропускать осколки брони и опыта. Когда я игру только запустил, в своем первом же матче с легкостью дошел до топ-2 и подумал, что это я просто такой могучий богатырь, жестко всех на скилле разваливаю. Но чем больше игр было сыграно, тем все больше закрадывалась мысль, что большинство врагов очень странно себя ведут и порой даже вплотную не стреляют, находясь при этом в более выгодной позиции. Так как я все это дело стримил, то стали подходить люди и говорить, что нужно просто побольше поиграть, подняться в рейтинге повыше, и вот там уже будет жестко. Людей будет куча, все будут крутые, играть станет сложно. Как итог, я за пару дней игры смог апнуть ранг Grandmaster 4, что по местному лидерборду значит топ-3% сервера. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что ни хрена не меняется, и даже на грандмастерах может попасться лобби, почти полностью состоящее из ботов. И да, весь этот путь с бронзы до грандмастера ситуация была одна и та же. Пробовал самому себе найти доказательства, что, наверное, в игре онлайн просто низкий в тот момент, когда я играю. Слишком специфичный у меня часовой пояс. Но ведь нет же. По статистике со SteamDB, минимальный онлайн в игре составляет 16 тысяч человек. И это только игроки с ПК, ведь есть и мобильные геймеры. Я думаю, что собрать полное лобби реальных игроков с таким количеством онлайна — это как раз плюнуть. И соотнеся количество положительных обзоров в Steam, онлайн в Steam и ситуацию с ботами, в голове родилась идея, граничащая где-то на уровне безумия. Точнее, две идеи. Первая, и позитивные отзывы, и онлайн — это все накручено теми самыми ботами, которые бегают с нами в матчах. Чисто гипотетически это можно исполнить, но нужны гигантские мощности. Хотя если садиться и скроллить именно положительные отзывы, то их вроде реальные челы оставляют, и с нормальным количеством часов, и с другими играми на аккаунтах. Вторая идея заключается в том, что боты в игре, как и псевдо-онлайн, нужны для того, чтобы совсем далекие от старания в играх ребята могли почувствовать себя киберкотлетами, разрывающими всех на своем пути. Само собой, после пары десятков таких игр они пойдут оставлять положительный отзыв, так как им игра действительно принесла удовольствие. Но с другой стороны, неужели на телефонах все точно так же было до ПК-релиза? Откуда тогда настолько много скачек и такой хороший рейтинг? Еще раз, я ничего не утверждаю, и более того, сам считаю свои теории крайне бредовым занятием, но иного объяснения у меня нет. Я ни за что не поверю, что все эти сотни убитых мною якобы игроков сидели и все как один прожимали одинаковый паттерн способности джетпака. С уверенностью можно сказать лишь о том, что эта проблема с ботами сводит на нет все старания разработчика. Просто помимо Battle Royale разрабы решили прям душевно так навалить сервиса и добавили сюда еще несколько игровых режимов, чтобы народ не скучал и всегда нашел чем себя занять. Тут тебе и дуэли 1 на 1 с попеременным выбором оружия на раунд, и командный дезматч, и подобие режима из Division, где нужно выбивать из врагов микрочипы, а потом уносить их на точку эвакуации. И даже аналог Царя Горы, который завязан все на тех же микрочипах. Я поиграл в каждый из этих режимов друг за другом, и ни в одном из них не было игроков. Из раза в раз приходилось месить все тех же ботов. Это ж самый настоящий парадокс среди бесплатных игр Б-тира. Обычно в таких проектах на старте много живого онлайна, но внутриигровые механики сделаны настолько отвратительно, что люди там надолго не задерживаются. В Farlight ситуация полностью обратная. В кои-то веки основные механики игры сделаны неплохо, игра действительно весела, а тут оп, и оказывается, что ты все это время в матрице провел, где даже твой пес и вредная соседка бабуля — это набор нулей и единиц. К чему все эти фан-режимы, всяческие лутбоксы и даже невероятно сексапильный скин на персонажа за полностью прокачанный Battle Pass, когда тебе даже покрасоваться не перед кем будет всеми этими наградами? Я хз, если этот ролик посмотрит кто-то, кто разделяет мои взгляды на игру, то, может, попробуем привлечь внимание разрабов к видео?
Можно начать с того, чтобы расшарить видос своим друганам. Я ради обратной связи от разработчиков даже субтитры китайские с помощью нейросети сделаю. Мне, как человеку, который крутится в сегменте бесплатных игр уже около 5 лет, просто обидно, что неплохой проект сейчас сам себе стреляет в колени с этой ситуацией с ботами. И рано или поздно ранение окажется фатальным. Однако негативные моменты есть и помимо вышеозвученной проблемы. Самое главное из них, про которые я чаще всего слышал от случайных тиммейтов в катках, это читеры. Мне, скорее всего, повезло, но я за свои 16 часов не встретил ни одного читака, однако у меня нет оснований не доверять ребятам, наигравшим уже более сотни часов. Все говорят о том, что читаки есть, и их наглости нет предела. Wallhack и Aimbot — это классика. Куда забавнее, что в финале одного из внутриигровых турниров была ситуация, когда сквад читеров просто летал по карте на машине. Ой, а где-то уже такое вроде бы было. Еще слышал про читы, когда вместо одного выстрела читер впихивает в одну анимацию сразу несколько, и таким образом ваншотает из любого оружия ничего не подозревающего игрока. И вот, все в таком духе. Повторюсь, я за свои 16 часов такого дерьма, слава богу, не встречал. Проблема номер 2 — это местная рейтинговая система. Она включена всегда, и ранг начинает движение после 5-го уровня аккаунта. Проблема заключается в том, что играть в минус в Фарлайте невозможно. Ты всегда будешь получать очки рейтинга вне зависимости от того, как именно ты сыграешь. Но окей, я допускаю, что может быть можно получить минус, если вообще никого не убить, но это практически нереально с учетом возможности воскрешения после первой смерти. Ладно, может быть минус еще могут дать, если ты ливнешь из игры в самом начале. Во всех остальных случаях ты всегда будешь получать плюс рейтинг, и неважно, играешь ты в бронзе или грандмастере, различается только количество плюсовых очков. Таким образом, можно забираться в топовый рейтинг группы исключительно за счет жопы часов, что мне кажется абсолютным бредом. Более того, внутри игры нет никакого разделения игроков по рейтингу. Ну, то есть вообще никакого. В одном лобби с легкостью может встретиться новичок и грандмастер. И что самое забавное, если этот грандмастер откиснет от новичка, то он практически ничего не потеряет. На кой черт тогда вообще ранкет нужен как таковой? Проблема номер 3 — немного кривоватый неткод, либо проблема самого движка. Попасть в летящих после респауна игроков практически невозможно, так как они банально дергаются в воздухе. Не всегда получается с первого раза забраться в машину, которую управляет твой тиммейт. Тебя может банально отталкивать от транспорта. Иногда, крайне редко, но все же могут встречаться нон-реги по бегущему игроку. Надеюсь, что это просто проблемы из-за портирования клиента, и в будущем все будет исправлено. Если оно будет у игры, конечно же. Четвертая проблема, о которой стоит упомянуть, это позиционирование звука. Спасибо, что в игре автоматически включено визуальное отображение шагов и выстрелов, но я все-таки в наушниках играю и хочу ориентироваться не только по визуальным подсказкам. А игра мне предлагает свои хотелки куда подальше засунуть и делает так, что я абсолютно никак не могу определить, топает игрок сейчас на моем этаже или выше-ниже. Хотя иной раз враг может вообще беззвучно на полной скорости тебе на лицо забежать. И, наконец, проблема номер 5, которую я воочию не наблюдал, но слышал мнение по обе стороны баррикад. Я говорю про кроссплей между мобилками и компьютером. Те, кто прям плотно играют именно на рейтинг в Фарлайте, говорят, что если тебе попадется плюс-минус опытный игрок с телефона, то перестрелять его будет практически невозможно за счет встроенного aim-ассиста, то есть помощи в прицеливании. Игроки с телефонов же наоборот говорят, что против клавомышеров играть практически нереально, так как они намного быстрее могут среагировать на изменения в игровой ситуации и наводиться на врагов им в разы проще. Я за свое время провождения в игре скилловых мобильщиков не встречал уж точно, но также не уверен и в том, что попадался на дефолтного игрока с телефона. Однако само по себе наличие кроссплея между телефонами и ПК в игре, где матчи всегда ведутся на рейтинг, только добавляет вопросов к состоятельности рейтинговой системы. Опыт таких игр, как Apex и Warzone, показали, что при равном скилле игроков, я говорю именно про мувмент и понимание игры, победителем в перестрелках почти всегда будет выходить геймпадер. Так может быть, стоит хотя бы добавить возможность отключать кроссплей или сделать отдельный рейтинг для телефонов и компьютеров? А то как-то нечестно получается, что ли? На этом по минусам все. Оптимизирован Farlight, кстати, отлично. Цветовая палитра, используемая в игре, достаточно яркая, чтобы нравиться детям и чуть постарше аудитории, но при этом выдержана в общем стиле и радует игроков уже возрастных типа меня. Управляется персонаж тоже отлично. Чего не сказать о технике, которая ведет себя так, будто физические законы для нее банально не существуют. Но я готов сделать поблажку за общую аркадность происходящего. И вот на выходе мы получаем отличный по задумке и реализации внутриигровых механик проект, который начисто разбивается о проблему с основой основ. Наличием, а точнее отсутствием реальных живых игроков. Ну вот зайдет человек, ему первые час-два будет все нравиться, а потом он поймет, что его дурят и делали это с самого начала. Оказывается, это не он так круто играет, а враги просто несостоятельны как оппоненты. И захочет ли он после этого обмана продолжать дальше играть? Я вот крайне сильно сомневаюсь.
Делайте выводы сами, друзья. Что касается меня, я бы с радостью еще поиграл, но только если в матче все 60 участников будут реальными людьми. А стрелять болванчиков я могу и в коваке. И да, я помню об интерактиве в прошлом ролике по поводу угадывания игры на будущий видос. Прошу вас прощения, но видео с игрой, про которую я говорил, выйдет следующим. Зато дам еще одну подсказку. Из всех комментариев название проекта угадал только один человек. И да, если ты это смотришь, снимаю перед тобой шляпу. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Следующий ролик выйдет намного быстрее, чем вы думаете.